Всем привет! Я решила выйти именно вот в таком формате, в разговорном формате, хотя он для меня не свойственен. Я обычно снимаю видео в формате без лица и без разговоров, но я пропала на несколько месяцев вообще из YouTube, и мне было очень сложно начать снова снимать видео. Я не знала вообще, как вновь войти в кадр, да, с чего начать, как мне столько всего хочется рассказать и показать. И я подумала, что, наверное, проще всего будет подключиться вот так, лицом к лицу к вам, показать мои творческие проекты, уже реализованные, то, что сейчас у меня в процессе находится. Наверное, так будет проще и быстрее всего, и именно такое видео поможет мне снова войти в ритм и начать снимать видео и выкладывать их на YouTube. Для тех, кто впервые на моем канале, меня зовут Марина. Я живу в Испании, на севере Испании. И относительно недавно я начала заниматься творчеством. Почему относительно недавно? Вообще, когда я была подростком, я пробовала вязать, естественно, как и все девочки, да, там в школе, где-то на кружках спицами, крючком я пробовала рисовать, но я поняла, что это вообще не мое, потому что у меня не получается. Но, видимо, всему нужно свое время. Потом была учеба, после окончания школы был институт, потом работа, карьера и так далее. И в принципе не было ни необходимости в творчестве, ни времени на самом деле, потому что на тот момент стояли совершенно другие приоритеты. И когда уже будучи, то есть находясь здесь, в Испании, я осталась без работы. Даже, наверное, немножко раньше я еще работала в агентстве маркетинговом. И на мне была колоссальная нагрузка. Я очень сильно стрессовала, я очень сильно, на самом деле, очень плохо себя чувствовала в эмоциональном плане. И мой муж мне посоветовал начать рисовать, практически заставил насильно. Купил мне краски, купил кисточки, купил бумагу и заставил рисовать. И вот именно вот этот шаг, первое сначала рисование акварелью, он меня вновь вернул, можно сказать, в детство, вот в поиск каких-то хобби, увлечений, которые мне могли бы понравиться, которые мне могли бы подойти. После рисования у меня была лепка из полимерной глины, потом я плавно перешла в вышивание. В принципе, я здесь на канале показывала, например, здесь у меня рядом лежит мой блокнотик, я сделала, сама обложку вышила. И мне очень нравится вышивать, я продолжаю этот процесс, но неожиданно этим летом я попробовала вязание крючком. Мне просто было очень интересно, потому что сейчас, я думаю, что последние годы вязание крючком, оно вот снова вошло в моду. В принципе, я даже вижу в магазинах, все, что продается, одежда, аксессуары, очень много чего сделано крючком. И я крючок не держала в руках со школьных лет, и мне было просто интересно попробовать. И что бы вы думали? Вместо того, чтобы начать что-то связать маленькое, да, я не знаю, там сумочку какую-то там, или может быть вообще даже образец прямоугольный, это свойственно мне, я сразу же начинаю с больших проектов. Слава богу, у меня все получилось с первого раза, но это не потому, что я такая молодец, а потому что человек, который выпустил туториал, да, по-русски, так все грамотно показал, что у меня получилось с первого раза. Итак, что же я связала? Самый мой первый проект, это была вот такая сумка-шопер. Я тут сделала брелочки к этой сумочке по летней тематике. Это у меня такой крабик с глазками. Я думаю, что я поближе еще покажу фотографии. Ракушечка у меня здесь такая. Это сумка, которую я связала из джута. Она у меня получилась с первого раза. И знаете что? Это вообще самая лучшая сумка, которая у меня когда-либо была вообще в жизни. И плюс, конечно же, еще
состоит в том, что я сама ее сделала своими руками. Вы знаете, когда я приходила на учебу с этой сумкой, когда люди узнавали, что я сама ее сделала, они просто очень сильно удивлялись. Они говорят: да ладно, правда, ты сама ее связала? Она очень удобная, она очень вместительная. Изначально была идея связать эту сумку для походов на пляж, потому что, по-моему, в июне я начала ее вязать, как раз перед началом пляжного сезона. И я думала, у меня нет сумки, чтобы вот в нее много чего помещалось, и полотенце, и остальные вещи, поэтому я ее себе свяжу. В результате, чтобы вы думали, я ни на один день с ней не расставалась, вот вплоть до сегодняшнего дня. Вот сейчас у меня на учебе начались каникулы, поэтому я уже никуда не выезжаю, поэтому у меня появилась возможность снять это видео. Вот, но за покупками в супермаркет, на пляж, просто прогулки, на учебу я всегда, она у меня каждый день со мной. Она очень удобная, она очень, ну, для меня она даже тактильно очень приятная. Кстати, она не тонкая, она такая достаточно толстая, поэтому она очень хорошо держит форму. Единственное, что, вот, кстати, возможно, для кого-то будет минус. Ручки, да? Если ее нагружать, то есть если достаточно много весит сумка, то так как летом во время жары, да, чаще всего у нас какая-то одежда на нас с бретельками, то есть очень много оголенного тела, и, возможно, вот эти вот лямки джутовые, они будут, ну, не натирать, кстати, не натирать, но просто немножко неприятное ощущение, потому что джут, он сам по себе колючий, твердый материал. Мне, в принципе, не мешает, потому что я не всегда ношу вот так сумку, чаще всего я ношу ее вот так вот на сгибе на руке, либо просто вот таким образом. Но на самом деле, если, допустим, кто-то из вас захочет связать такую сумку, я ссылку на видео, на оригинальное видео, на туториал оставлю на эту сумку. В принципе, можно вместо ручек, да, не вязать ручки, просто вот связать вот основное тело сумки, а сюда вставить, например, платочки. Я очень много видела таких примеров на Pinterest, где-то в Инстаграме, когда покупаются платочки, да, и вот, допустим, вот так вот, я попробую со своей резиночкой платком показать. То есть один кончик, вот, допустим, отсюда выходит, второй отсюда, и получается вот такая вот лямочка. Соответственно, это будет гораздо приятнее к телу, чем колючий джут. Либо можно, например, платочком обвязать ручки сверху, либо тканью какой-то летней, красивой. И, в принципе, тоже это будет и выглядеть красиво, и это будет приятно на ощупь к телу. Я очень довольна этой сумкой. Вот, кстати, я уже показала, да, вот эти вот брелочки. Я их меняю в зависимости от сезона. Самый первый брелочек. У меня были вот такие вишенки в июле. Я их связала. Сейчас я думаю, что я буду сюда вставлять фотографии, как это все выглядело. Мне очень нравится, я их оставила к следующему сезону. Вот, потом я увидела на Pinterest всякие интересные разные фигурки, вязаные, да, в морской тематике. Я связала вот такую вот очаровательную рыбку. Вот. Но даже вот несмотря на то, что я присоединила вот это вот кольцо, да, чтобы можно было использовать ее как брелок, я ее ни разу на сумку не надевала. Мне очень нравится, кстати, вот эта вот рыбка, такая ажурная. Вы знаете, я недавно подумала, что вообще-то можно было ее использовать не как брелок, а как, например, летнее украшение, да, как, например, какое-то колье. Вставить веревочку и вот с летними платьями, допустим, использовать как такое летнее красивое украшение. Сейчас, конечно, с белой рубашкой и с черной футболкой это вообще никак не сочетается, но вот если представить, что на мне летнее платье на бретельках, да, так вот с вырезом, здесь вот такая вот рыбка,
Я думаю, что это, особенно если где-то еще представить, что я иду на побережье, гуляю или вышла на пляж, то это выглядит очень симпатично. Вот поэтому я рыбку эту не выгуливала, еще никак не использовала, но она у меня сохранена. Еще есть вот у меня такая звездочка тоже. Я связала ради интереса, но на сумку не вешала. Вообще, конечно, мне очень понравился процесс вязания крючком после вышивания, потому что все-таки вышивка это такой долгий процесс, да, вот те, кто пробовал вышивать, знают, вот, например, вот эту вот обложку двустороннюю. Мне сложно сказать, сколько времени у меня ушло, потому что я сначала начинала вот эту сторону, я немножко ее вязала в поездке, мы ездили к родителям моего мужа, я там начинала вышивать, потом заканчивала дома, потом перешла на вот эту сторону. В общем, ну, я думаю, что где-то 2 недели примерно у меня ушло. Вот, соответственно, если какие-то более масштабные проекты делать с вышивкой, то это и месяц, и 2, а то и 5 месяцев, да. Те, кто смотрел мои прошлые видео, возможно, помните, что я начинала в феврале вязать картину крестиком, вышивать картину крестиком. Я ее почти закончила, просто я думаю, что буду делать подключение, буду вам показывать процесс. Я думаю, что на этой неделе я ее уже закончу. Я немножко отдохнула от нее, то есть это ну, не так, чтобы я с февраля вот прям каждый день ее вяжу, вот до августа вышиваю, никак не могу закончить. И в какой-то момент я от нее устала вообще от этого процесса вышивания, поэтому переключилась так быстро, просто с головой окунулась в вязание крючком, потому что при вязании мы можем очень быстро увидеть результат. Вот видите, я сумку связала за там 8 дней примерно. Кстати, вот если вы подумали, что вам тоже нужна такая сумка, но уже лето заканчивается, в принципе, вы до конца лета, возможно, ну, до конца августа, конечно, наверное, уже не успеете, но, в принципе, если у вас осень теплая, можно даже до сентября успеть ее связать и еще выгулять. Сентябрь, может быть, октябрь, в зависимости от того, кто где живет. Если вы живете в Европе, так подавно. Вот, соответственно, сумка, это был мой первый процесс. Дальше пошли брелочки к сумке. Вот, и затем я подумала, просто сумка это был достаточно такой большой процесс. И я подумала, что бы мне такое можно связать маленькое, чтобы за 1-2 дня максимум уже было готово. И я полезла за идеями, естественно, на Pinterest, куда же еще, да? И нашла огромное количество идей шапочек для кошек. Вы знаете, у меня есть кот. У меня есть кот очаровательный, и я подумала, о, это то, что нужно. Я связала вот такую шапочку. Это шапочка клубничка, наверное, я не знаю, вот здесь вот листики такие очаровательные. Тоже где-то здесь фотографию вставлю, как это выглядит. Естественно, мой кот терпеть не может эту шапочку. Это стоило ожидать. Но она просто очаровательная, конечно. Я думаю, что я сейчас к осени ему свяжу что-то на осеннюю тематику. Может быть, шапочку-шишечку, тыковку, либо что-то еще такое интересное. Либо, может быть, к Хэллоуину у меня есть идея связать ему шапочку, вот как шляпа ведьмы. Вот. Дальше. Я просто уже не помню, в какой последовательности, что я вязала. В общем, вы знаете, сейчас мода на косынки, либо на парео. И я увидела очень красивый паттерн вязания. Мне захотелось его попробовать. Я нашла несколько туториалов на YouTube. Мне казалось, что это такой сложный паттерн. Я не была уверена, вообще получится ли у меня его повторить или нет. И в качестве пробы, вот опять же, вместо того, чтобы сделать какой-то маленький образец, нет, я сразу же начинаю вязать полноценную вещь. Вот это вот моя ошибка, наверное, как новичка, да. Я решила связать косынку. Я ее связала, она мне не нравится. Вот такой вот рисунок у нее. Возможно, вы видели
уже много где такой рисунок. Почему мне не нравится? Во-первых, я не сразу увидела, что ну, то есть косынка, она же идет от самой широкой части, потом начинает сужаться. И получилось так, что когда я начала переходить с ряда в ряд для того, чтобы ее сужать, да, с одного ряда у меня сразу резкий такой угол, достаточно низкий был, а с другой стороны высокий. И получилось, что у меня одна сторона длиннее, а вторая короче. Не знаю, сейчас будет это видно или нет. Да, это видно. Это видно. Видите? Безобразие какое. В принципе, конечно, если мы говорим, что, допустим, использовать эту косынку как набедренную повязку, как это сейчас модно, да, либо как фартук, то вот эти вот стороны, одна длиннее, одна короче, не будет заметно. На голове, ну, во-первых, я себя не вижу с косынкой на голове, мне кажется, это выглядит очень странно, если мы говорим про лето. В принципе, неплохо, кстати. Это потому, что я сейчас волосы немножко завела, они такие объемные. Когда волосы прямые, ну, не знаю, мне не нравится. Но, кстати, я подумала, что, ну, во-первых, летом я себе не представляю с косынкой на голове, да. Но я подумала, что вот сейчас, когда начнется осень, зима, так как я в Испании, все-таки у нас осень теплая, а вот зима, да, прохладная у нас, часто бывают ветра, я могу эту косынку оставить. Либо, например, я ее могу вот так вот накидывать на плечи поверх джинсовки, поверх тренча, поверх даже вот если уже взять зиму, у меня пуховик бежевого цвета, то есть, в принципе, вот этот цвет голубой, он будет совсем сочетаться и с бежевой одеждой, и с белой, и с джинсой. Джинсовка, она не синяя, она именно такого голубого цвета. Я думаю, что это будет симпатично. Плюс, вот когда начнется уже ветер, да, будет прохладно. Я не ношу здесь шапки, но вот такую косынку, по идее, почему бы и нет, для того, чтобы немножко уши прикрыть. Поэтому я думаю, что я на зиму ее оставлю. Вот, а что касается вот этого рисунка, он у меня получился неудачный, и я не могу понять, либо я неправильно вязала, что вполне может быть, потому что я новичок в вязании, но также я допускаю, что конкретно вот эта нить для такого рисунка, для такой работы, она не подходит. Это акрил. Это акрил, который вот когда вяжешь каждый лепесток, начинает вот каждый элемент закручиваться внутрь. Даже несмотря на то, что я стирала эту косынку, отпаривала, она все равно вот вся такая кудрявая, она заворачивается очень сильно. Сейчас попробую вам поближе еще раз показать. И плюс лепестки, они должны как бы 4 лепестка равномерно быть расправлены, да, то есть смотреть 4 стороны. А у меня они какие-то косые, они какие-то сплющенные, вы видите, да? Вот опять же, я не знаю, либо я неправильно связала, либо это все-таки также зависит от нити. Но я хочу попробовать повторить этот паттерн. Я, кстати, видела два варианта вязания вот таких цветков. Есть вариант вот как мой, а второй вариант там, где цветы, они крупнее, а вот эти вот полосочки, которые соединяют, они совсем маленькие, их практически не видно. Я вам сейчас покажу фотографию на Pinterest жилета, вот именно вот с такими цветками. И я хочу попробовать сделать этот жилет. Я уже поняла, что вот эта нить, она не подходит, акриловая. Я купила в китайском магазине египетский хлопок. Это очень тоненькая ниточка, вот такая вот, да. Я сейчас вяжу в технике филейное вязание из этой ниточки. В принципе, мне нравится, как она держит форму, как вообще получается вязание. Я думаю, что я вам потом попозже покажу процесс. Я думаю, что можно вот этот рисунок, вот эти цветы попробовать из вот этой нити связать. Конечно, цветы, скорее всего, получится мельче, гораздо мельче, потому что нитка очень тоненькая. Но пока ничего не могу сказать, нужно пробовать. Следующая вещь, которую я связала, это вот такая декоративная подушка в технике мозаичное вязание.
Я тоже оставлю ссылку на автора этого узора, да, и на видео, где как раз рассказывается, во-первых, как вязать. И именно я вязала круговым способом, то есть на видео там тоже показано, как вязать круговым способом, поэтому вы при желании сможете себе связать вот такую подушку. Прекрасная вещь, мне очень понравился, во-первых, сам процесс мозаичного вязания, он такой залипательный, он не дает голове мыслям улетать куда-то, потому что нужно быть внимательной. Чуть что случайно, чуть что куда-то мыслями улетело, тут же сбился рисунок, нужно возвращаться, все распускать, возвращаться назад и снова перевязывать. Поэтому здесь, конечно, этот процесс, он заставляет быть в моменте, находиться в моменте. Вот, я сделала вот такие вот кисточки. Что касается этой подушки, вообще даже тактильно, это хлопок, я использовала хлопковую нить. А вот эта подушка, она очень приятная, тактильная, мне нравится сидеть и обнимать. Я недавно зашла в зал, мой муж сидел на диване, смотрел какое-то видео на YouTube, на телевизоре, и обнимал эту подушку. И мне просто эта картина, она греет мое сердце, потому что я вижу, что, знаете, бывает иногда, что что-то сделаешь, да, что-то там свяжешь, либо там сошьешь, неважно. И получается, что вещь абсолютно не используется, она как бы не утилитарная, наверное, так это говорится, да. Возможно, она красивая, но ты ее не используешь на ежедневной основе. Как, например, вот этот вот платок, я его вообще не ношу. А вот эта подушка, вот она постоянно, вот я ее постоянно обнимаю, я когда сажусь вышивать, либо вязать, вот я кладу ее сюда себе на коленки, мне хочется ее трогать, вот она, трогать даже не потому, что она мягкая, вот этот рисунок, он создает такой рельеф приятный, это как будто ракушечный пляж, вот, тактильно, вот такие приятные ощущения. Что хотела сказать, так как это была моя вообще первая вещь, я впервые в жизни связала себе, как это называется, наволочка декоративная, да. Во-первых, выбор цветов, да. Когда я купила нити, мне показалось, когда я их вот рядом поставила, что такая бежевая, кремовая нить и вот такой вот зеленый цвет, что они хорошо сочетаются и будет красиво выглядеть, если я сделаю себе вот такую вот декоративную наволочку. Но когда я уже, конечно, большую часть рисунка, орнамента связала, я поняла, что нужно было цвет потемнее, понасыщеннее, цвет такой, может быть, вот у меня здесь стоит цветок, вот нужно было какой-то такой зеленый, более насыщенный выбрать, тогда рисунок был бы еще как бы проступал более четко, а так он немножко как будто бы теряется, хотя я вот сейчас на себя смотрю, в принципе, я вижу рисунок, но он был бы еще лучше виден, если бы цвет был другой, такой вот более темный. Но ничего страшного, это значит, что в следующий раз, если я захочу связать другую наволочку, я просто выберу другие цвета. Вот. И кроме этого, я думаю, что в принципе можно ниточку потолще выбрать, тогда еще более такой видимый будет эффект, да, от рисунка, от орнамента. И вторую ошибку, которую я совершила, так как я вязала, опять же говорю, впервые, у меня нет опыта, первый самый ряд, да, количество воздушных петель я набирала практически по размеру моей подушки, ну, может быть, там, не знаю, на сантиметр по длине. Я не знала, что когда мы начинаем дальше вязать полотно, у нас вот эти вот воздушные петли, да, они ужимаются, вернее, само полотно, оно как бы ужимается, поэтому всегда нужно вот эти вот первые воздушные петли набирать запасом. Я думаю, что сантиметров 5 нужно было делать запас, может быть, даже побольше, на всякий случай, чтобы наволочка, она не была такой, ну вот она сейчас прям очень сильно в облипку, на самом деле, возможно, этого не видно со стороны, но я знаю, что это так. Вот, поэтому, когда в следующий раз я буду перевязывать, либо делать другую наволочку, я уже буду знать об этом, я оставлю запас.
Вот, а так я очень довольна этой подушкой. И, наверное, последняя вещь, это вот такой трендовый, сейчас я вам покажу топ, который, скорее всего, вы уже много раз видели, потому что он есть и на Pinterest, и есть видео, многие снимали по этому топу видео на YouTube. Такой цветочный топ крючком. Он мне очень понравился, когда я его увидела на Pinterest. Мне очень захотелось его повторить, потому что это выглядит так по-летнему. Он такой воздушный, красивый, женственный, нежный. Вот, я его связала, но я его, кстати, очень часто ношу, просто поверх летнего платья. Мне очень понравилось, то есть сейчас где-то вставлю видео, либо фотографию. Мне очень понравилось, как он выглядит поверх платья, то есть, в принципе, как мне сказала моя мама, выглядит так, как будто это платье, оно так и было задумано изначально с этим топом. Вот, но, конечно, сейчас также я носила с белой футболкой, с рубашкой пробовала, но пока еще не выходила на улицу, но все впереди. Единственное, что я думаю, что я добавлю еще один ряд, чтобы немножко... Сейчас это выглядит, как мне сказала одна моя знакомая, как лифчик, кружевной лифчик. Чтобы это выглядело как топ, все-таки я думаю, что нужно еще один ряд снизу добавить. У меня, в принципе, есть уже цветы, которые я связала, и мне нужно будет просто их вшить сюда, соединить. Есть два способа вязания. Это неотрывное вязание, то есть когда мы сразу присоединяем один цветок к другому, вывязываем полотно. Я вязала отдельно, то есть я сначала отдельно каждый цветочек вывязывала, потом их все соединяла. Мне кажется, первый способ и удобнее, и быстрее на самом деле, чем потом соединять все эти цветы. Но опять же, это мой первый опыт, я не знала, как лучше, я попробовала, теперь знаю и вам рассказываю. Что еще? Что касается этого топа, я его вязала, опять же, по туториалу, по видео из YouTube, на YouTube. Я оставлю ссылку в описании на это видео. Здесь каждый цветок состоит из 5 лепестков. Вот все-таки я советую вам, если вы захотите связать такой топ, сделать не 5, а 6 лепестков. Почему? Потому что когда мы начинаем соединять все эти лепестки, вдруг оказывается, что вот этот рисунок, нет, не рисунок, расстояние между цветками, которые у нас пустоты образуются, из-за того, что лепестков 5, они неравномерные. Я попытаюсь сейчас объяснить, вот, допустим, от верхнего цветка, от вот этого, да, к двум нижним получается вот такое вытянутое расстояние, да, вы видите. А потом от второго ряда к третьему здесь вот такие вот маленькие дырочки всего лишь. И это так и будет. То есть я крутила, вертела цветы по-разному, думала, ну, может быть, есть какой-то способ соединить цветы так, чтобы более-менее расстояние было одинаковое от ряда к ряду. Нет, так как лепестков 5, это бесполезно. То есть в любом случае, как ни крути, все равно будет вот такая вот история, да. Если вы хотите, чтобы расстояние было одинаковое от цветка к цветку, от ряда к ряду, нужно вязать 6 лепестков все-таки, а не 5. Вот поэтому такой совет от меня. Ну и в принципе, я думаю, что из готовых вещей это все, по крайней мере, я не могу ничего другого вспомнить.